Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами это Неок Гейминг. Сегодня у нас очередное видео по Gloomhaven. Сегодня у нас опять два класса. Мне такой формат понравился. Можно немножко покороче рассказать и сразу двоих захватить. Сегодня у нас будет Покров Ночи и Интендант. Давайте двух милишников возьмем. Осталось 5 классов, то есть останется еще Элементалист, Обрекающий и Призывающий. Я думаю, до выхода дополнения, я же говорю, мы все разберем. Каждый левелинг гайд, какие карты брать с 1 по 9 уровень. По крайней мере, те карты, которые я брал. Говорю. То есть, это даже можно не назвать левелинг гайдом, как говорится. Один из выборов, который вы можете осуществить, то есть вариант прокачки. Давайте назовем его так. По крайней мере, так качался я. Мне это хватило на сложность плюс 2. То есть всех персонажей, что были представлены в моем гайде, на сложность плюс 2 этого хватило. На сложность плюс 3 посмотрим. Плюс будет новая кампания, может там будет сложнее миссии. Будут новые классы, посмотрим их. Как только они выйдут, разберем, также запишем гайд на все новые классы. Ну, и как выйдет Jabs of the Lion, будем стримить опять Gloomhaven. Прохождение кампании будет с нуля на максимальной сложности, на плюс 3. Если еще не добавят плюс 4, если будет плюс 4, окей. Будем делать плюс 4. Поэтому, поехали. Давайте, Покров Ночи. Выбираем. Назовем его Рога просто. Квест там, допустим, такой. У нас уже он есть, да, один. Итак. Нам предлагают снарядить 9 карт. То есть, опять же, нестандартное значение карт, которое сразу нам намекает, что очень большую роль для него играет зелье выносливости, которое восстанавливает одну карту поначалу, то есть она доступна всегда. Чтобы у вас сделать парное количество карт, восстановите одну карту зельем, чтобы сделать на один ход больше. Это очень важно. Это очень важно. Смотрим сейчас, давайте, как говорится, вот так вот сделаем, да, выделенные карты. Сделаем следующим образом и поехали. Сколько у нас доступно карт? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 карт. То есть пул карт относительно небольшой, остальные по сравнению с другими персонажами. У других там по 14, некоторых по 13, не помню, по 15, по-моему, даже у кого-то было. Здесь у нас снаряжаем 9, доступно 12. Поехали. То есть, кто такой Покров Ночи? Это плутовка. В принципе, очень похожий персонаж на плутовку, но завязан на стихии конкретные, на стихии ночи, плюс больше АОЕ атак, допустим, и каких-нибудь больше стелс-механик, чем у плутовки. Поэтому посмотрим. В каком-то плане может быть апгрейд. Меньше рейндж атак, чем у плутовки, по-моему. Но именно вот как больше, как сам стелс-разбойник. Вот это вот, именно его штука. Черные ножи. В качестве последнего действия ваших следующих 4 способностей атаки в состоянии невидимости выполняйте действие атака 2, дальность 3. Атака 2, смятение. Нижняя. Очень сильная карта, как и верхнее и нижнее действие. То есть берем однозначно. Плащ тени. Атака 1, движение 3, невидимость на себя. Если мы отменяем ночь. Пока что пропустим. Смотрим все карты. Крепляющая пустота. Атака 2. До конца этого хода удваиваете показатель всех ваших действий и движений. И также действий атака.
Пока тоже скиптем. Интересная карта, но опять же требует очень сильно требовательная к ночи. Нам надо будет выбрать, какие карты именно с ночью и те карты, которые требуют ее отменить. Нам нужно будет выбрать несколько, чтобы понять, что мы хотим делать. Дальше. Обреченный приз. Атака 1, дальность 3, смятение. Проклятие 3. Движение 3, проклятие. Цель 1, враг на соседней клетке. Хорошая карта, в принципе, можно брать. Поднимает ночь. Смятение, то есть рейндж атака. 1 опыта за это получаем и неплохое движение. Плюс проклятие. Почему бы и не взять? Дальше. Но еще и рано. Атака 4 рано. Лечение 4 на себя. Поднимаем ночь. 2 опыта, движение 4. Пока что пропустим. Может быть, к ней вернемся. Дальше. Дух ночи. Атака 3. Вместо этого убейте одну цель, если это обычный враг. Движение 6. Ночь. На первом уровне мы можем убить уже обычного врага. Вы помните, я же говорю, сколько раз мы смотрели уже на некоторых персонажей, пересматривали много карт. Вот такая вот способность есть далеко не на первом уровне, там, начиная там, от 5-го, 7-го, там, заканчивая 9-ми уровнями. Здесь на первом уровне можете уже одного убить. То есть это очень сильно в каком-то плане. В каком-то плане сложно, потому что, опять же, нужна ночь. Очень много карт требует ночь, пока же говорю. Едем дальше. Движение 3, атака 1. В этом раунде все атаки против вас проводятся с затруднением. Танцующие тени. Поднимаем ночь. Хорошая карта. Верхнее движение очень редкое вместе с атакой. В принципе, можно взять. Плюс нижний баф тоже поднимает ночь. Давайте возьмем. Высокая инициатива карты. Атака 3, добавьте плюс 2 к атаке, получите 1 опыт, если находитесь в состоянии невидимости. Движение 6, добыча 1. Верхнее движение для этого персонажа, действие, точнее, стандартное. Нижнее неплохое. Вот такие вот карты с добычей, крутые. Вместе с движением, вот такие карты классные. Но пока, опять же, пока временем, смотрим все карты, а потом мы выберем. Шаг в дымке, движение 1, атака 2. Если ночь, плюс 2 движения, плюс 2 атаки. Движение 1 снизу. Опять же, и снизу движение 1. Поднимаем ночь. Все карты крутые. Сейчас мы выберем. Сначала просмотрим, потом выберем. Атака 1, невидимость на себя. В качестве первого действия ваших следующих 4 способностей атаки выполнять действие движение 2. Тоже интересная карта. Невидимость нам будет нужна. Мы сейчас будем для черных ножей, да, допустим, нам нужна невидимость. В любом случае. У нас невидимость где? Только в двух случаях. Здесь и здесь. Атака 4, АОЕшка. Движение 4, передвиньте на любую незанятую клетку. Вы не можете передвигаться через закрытые двери. Очень сильная карта, но одноразовая, да? Что сверху, что снизу. И темное облако, атака 3, проклятие, смятение, цели все враги на соседних клетках. Вот темное облако мы точно возьмем. Атака 3, проклятие хорошо. Смятение, все враги на соседних клетках очень хорошо. Это мы тоже возьмем. Это точно возьмем. Дальше. Теперь нам нужна невидимость, да? Нам нужна невидимость. Значит, мы берем плащ тени, правильно? Плащ тени мы берем. Нам нужна невидимость. Раз. И... вот это я бы тоже взял. Шаг в дымке тоже взял. Дальше. Я бы взял Дух ночи. Убийство одного врага — это сильно. Плюс иногда требуется высокая инициатива, низкая инициатива. Можно взять вот эту карту, да? Которая супер одноразовая и супер крутая. Но оно того стоит. И можно взять еще одну невидимость. Вот эту карту пока брать не будем. Там будет аналог лучше, чем вот это вот. Там будет дальше немножко больше. Так, посмотрим движение. Что у нас? Здесь одноразовое, здесь мало. Здесь одноразовое. Здесь раз движение, здесь два движения. У нас мало движения на самом деле.
Нам нужна карта с движением. Единственная карта с движением это вот эта. Толковая. Поэтому надо ее брать. Как минимум 3 движения нужно. То есть 1 к 3. Поехали дальше. Все равно сейчас будут новые карты. Будем их менять. Второй уровень. Атака 2, движение 2. Хорошая карта. С очень высокой инициативой. Ожог души. Атака 1, дальность 3, рана. Добавьте эффект оглушения. Получите, если вы находитесь в состоянии невидимости. Атака 6, проклятие одноразовое. Ожог души интересно. Подготовка к убийству лучше, мне кажется. Потому что и там ночь. И высокая инициатива. Возьмем ее. Та карта крутая, но опять же требует невидимости. У нас пока невидимость. Вот эта карта пока что слабенькая для невидимости. Вот эта карта неплохая. Подготовку к убийству ставим вместо... Допустим, вместо... Тут либо вместо вот этого ставить, либо вместо вот этого. Почему-то переключается надо, да? Почему-то переключаться сейчас надо. Дальше, поехали. Атака 3 оттолкнуть, движение 4, вторая все атаки придется проводиться с затруднением. Вот эту карту, которую мы сейчас поменяли. Как раз атака 4, лечение 4 на себя, щит 1 на себя. То есть доспех ночи хорошо, клинок ужаса тоже хорошо. Если нету отталкивания, то есть мы убрали затруднение, да, на себя. А здесь отхил на себя, который не сгорает. То есть это можно поменять в теории на вот это. И щит. То есть вот эта карта, улучшенная версия вот этой карты. Давайте ее возьмем. А вот эта карта, улучшенная версия вот этой карты. То есть здесь нужно делать выбор. Если вам нужно толкать, окей. Если у вас некому толкать, хорошо. И нижнее действие очень крутое. Здесь это апгрейдженная версия вот этой карты. То есть здесь верхнее действие такое же самое, только требуется отменить ночь, тогда мы хилимся. И она не сгорает. И снизу щит тоже. Который можно загрейдить до 3. Внимание, щит внизу можно загрейдить до 3. Это очень много. Это супер много. Я предпочитаю доспех ночи. Опять же, тут как-то сейчас вот такую комбинацию нужно проделать. Эту 77 убрать, добавить 23. В конце следующих ваших 3 ходов, в которых... ну опять вы повышаете стихии. Движение 3, атака 2. Отменяем солнце. Атака 2. Добавьте плюс 2 к атаке. Получите, если вы находитесь в состоянии невидимости. Добыча 1. Вот это суровое выживание. Вот это сильная карта на невидимость. Вот это сильная карта на невидимость. Берем ее. Сумерки хорошо. Поддерживает стихию. Плюс нижняя атака. Но нижняя атака синергирует с солнцем. А солнце это нам надо в пати быть с этой. С хранящей солнце. Тогда нам будет плюс 1 атака и... Ночь. Это чисто карта синергии. Да. А это карта для нас, которая... Да, добыча снизу так себе, но, опять же, она не сгорает, плюс поднимается ночь. Это важно. Поэтому мы берем ее и ставим ее вместо... А вместо чего мы ее ставим? Вместо вот этого, получается. Почему-то надо сейчас переключать. Раньше можно было просто взял, выключил, включил. Атака 2, отравление. Отменил стихию. Это очень сильная карта.
В качестве последнего действия ваши следующие 4 способности движения в состоянии невидимости выполните действие атака 20 или все враги на соседних клетках. Это имба. Атака 4, дальность 4, смятение, проклятие, невидимость на себя, атака 3, дальность 3. Это очень сильная карта. Я брал черную стрелу, но прочитав вот эту штуку тоже. Смотрите. Если у вас в пати некому отравлять, эта карта прям очень сильная. Это настолько сильная карта, что прям супер. Очень крутая уешка. Она не сгорает. Представьте, урон 3 по 2 целям. Еще поднимаете ночь. И нижнее действие вы можете атаковать по всем, если вы в невидимости. Но нижнее действие очень требовательно к условиям. Здесь нам просто нужна ночь. И у нас опять же есть невидимость. Атака 4, дальность 4, смятение, проклятие. Хорошо, невидимость. То есть я предпочитаю черную стрелу. Хотя и та карта когти ночи очень сильная. Но обычно у меня в группе всегда есть тот, кто отравляет. Это, ну, персонаж хороший, ну, прям не его специализация отравлять. Основная, так скажем. Дополнительно, да. У каждого практически класса, за исключением некоторых, есть там 1-2 способности отравления. Но, как говорится, это не основа. Давайте стрелу возьмем. Стрелу возьмем вместо вот этой штуки. Проблема только в чем я вижу. Нам надо будет забалансить карты с движением. Либо взять ботиночки, которые по дефолту добавляют движение. Потому что, смотрю, пока что с движением проблемы. Так, атака 3, движение 6, прыжок незримый, ужас. Можно грейдить до 2-5. Это очень сильная карта. Вот эта карта прям нужна. Всепоглощающий страх. Вместо этого убейте одну цель одной атаки, если это обычный или мощный враг. Движение 3, оттолкнуть 20 в разгина. То есть, ну здесь убить мощного врага, но нужно отменить 2 стихии. 2 стихии. Это нужно очень постараться, нужно выполнить очень много условий, заранее согласовать, то есть нужно быть в пати, опять же, с магами какими-то, там, элементалист или плетущие чары, которые поднимают много стихий, там, с тем же берсом, там, или с плутовкой у вас не сильно получится, потому что у них мало поднятия стихий, а вам требуется и сначала ночь, и еще что-то. Хорошая карта, очень крутая карта. Вот представьте, это карта 6 уровня, и мы убиваем мощного врага. Насколько она крутая. Но, опять же, сильная по условиям, поэтому... А здесь нам нужно движение с прыжком. Потому что мы разбойник, мы должны доставать до практически любой цели. Мне кажется, и инициатива очень высокая. Так. Я бы... Знаете что? Я бы вот плащ тени поменял на незримый ужас. Почему-то опять он через так только переключается. Пока что так, давайте. Дальше смотрим. Уровень 7. Получайте преимущество во всех атаках, ваших атаках. Ваши целями могут становиться враги в состоянии невидимости. Движение 5, смятение, цели все враги на соседних клетках. Если отменили солнце, еще и ночь. К тому же, движение 5 хорошо. Атака 3, добавьте плюс 2 к атаке, получите, если вы находитесь в состоянии невидимости. И если еще у нас ночь, это атака сколько? На 8. Атака на 8 и нижняя атака, движение 3 тоже хорошо. Глаз ночи, преимущество, окей. То есть... По аналогии с ночным демоном, мы это бафаем, и мы всегда бьем с преимуществом, то есть мы не можем промазать. Есть такая тема. Но эта карта, конечно, выглядит внушительно опасно для противников. 8 атаки и низу атаки. Ну, прям выбор такой, что разработчики знали специально, какие карты друг с другом кидать, чтобы запутать. Возьмем безумие. Может быть, потом возьмем преимущество еще вместо чего-то. Давайте
вместо духа ночи. Опять сюда вместо духа ночи возьмем безумие. Посмотрим, что у нас потом по движению будет. Дальше. Атака 3, дальность 4, отравление, проклятие, 3 цели. Движение 3, сильно, ультра сильно. Атака 5, добавьте эффекты отравления, смятения раны и получите единственное, находитесь в состоянии невидимости. То есть здесь мы добавляем рана, смятение и отравление. Движение 3, невидимость. Здесь мы добавляем тоже отравление, проклятие, раны нет, но по 3 целям. Опять же, все зависит от вашей группы. Если вы единственный отравитель, вы играете там, допустим, двоечку, то отравление, да, это сильно, вот эта карта. Все зависит от того, что вы планируете. Какой размер группы? 2, 3, 4 человека. Если вы играете на 2 человека, то есть тут можно даже отдельные гайды под это подписывать. И записывать. Подписывать, записывать, как угодно называйте. То есть если здесь расклад на двоих, карта очень сильная. Если расклад на 4, карта сильная, но заменимая. У других персонажей тоже есть массовое отравление. Здесь карта нужна именно вам. Невидимость. И тоже отравляете, сметаете. Рано. Состояние невидимости сильно. Выбор за вами, как говорится. Какая у вас пати? Сколько человек? То есть смотрите. Здесь меньшее количество людей. Здесь на большее количество людей уже ориентировано больше на себя. Я играю обычно всегда с 4 человека, что, ну, как бы посложнее пытаюсь, скорее всего, да, чтобы больше мобов было и так далее. Возьму вот это. Как я брал. Показываю, как я брал. И меняем его, допустим, на... Нам нужно всегда у нас что-то тут... В принципе, можем выживание уже менять, да? На вот так вот. И уровень 9 смотрим. Атака 4, цели все враги на соседних клетках. Вместо того, убейте все цели, которые являются обычными врагами. Если обычными и мощными врагами, окей. Движение 3, прыжок, убейте одного обычного врага на соседней клетке. То есть... Убийство целевое. Во время ваших 5 следующих атак состояние невидимости добавляйте эффект оглушения. Движение 2, атака 2, невидимость на себя. Но голос ночи слабенькая карта. Вот ангел смерти, это да, это сильно. Ангел смерти, это да. Но, конечно, было бы сильнее, если оно бы убивало еще и мощных врагов. Поэтому вместо тайного превосходства поставим вот так. Пока давайте вот такой расклад. Что у нас есть? У нас есть, когда мы в невидимости, мы всегда добавляем еще. Нижняя атака хорошо. Здесь мы делаем смятение массовое. Плюс поднимаем ночь. Здесь мы подготавливаем, да. То есть эта карта заменимая. Вот эта карта заменимая. Вот эта карта очень хорошая, если... то есть это наш хил, и это наш щит, это наш деф. Вот эта карта у нас для выживания. Эта карта точечный урон, опять же, невидимость на себя, очень сильно. Это наше движение, это наша тоже мобильность, плюс много урона. Здесь много урона, движение, невидимость. И здесь массовая, как говорится... Аннигиляция только обычных врагов. Жалко. Жалко, что не мощная. Вот такой вот расклад, да. Заменимая какая-то карта подготовка к убийству. Что-нибудь с поднятием стихии, да. С поднятием стихии. Не одноразовое. То есть, может быть вот это. Может быть вот это. Плащ тени. То есть... Подготовка просто сетапит наши мощные скиллы. И высокая инициатива, которая нужна иногда. Не иногда, а часто. 7 прям хорошо. Берем перки. Опять же, сначала
минусы. Снимаем. Потом добавляем негативные эффекты сценария. Добавить 2+1. Дальше. Здесь вот добавить стихию раз. Есть, да? Потом мы меняем эти стихии -1 на +1. Ночь. Дальше. Добавляем невидимость обязательно. Дальше. Дальше давайте лечение добавим. Удалим 4 нуля. И... Сколько у нас осталось? Давай доступно очков единичка. Проклятие добавим. Добавить цель будет в конце. И смятение. Или наоборот, потом добавим цель, потом смятение. Вот такой вот у нас расклад по перкам. Перки у него очень хорошие, то есть невидимость, стихия, проклятие, лечение, смятение и негативные эффекты сценария мы игнорируем. По шмоту. По шмоту что мы имеем? Опять же, если мы играем вдвоем, и единственный милишник это мы, нам нужно какие-то защитные штуки, типа защитного амулета, да? Которые нас делают невосприимчивым к отравлению раны. Но он получается очень поздно, то есть до этого мы можем просто очки орденного взора надеть. Дальше. По доспехам. Во-первых, плащ-невидимка. Во-вторых, латы нет. Слишком, ну, вот эти все штуковины, да. Нам нужна броня, которая добавляет +1. Вот типа клепанная броня, да. Можно теневой доспех, но он одноразовый, да. Он одноразовый. Вы не получаете урона один раз. Можно клепанная броня, плащ-невидимка, либо теневой доспех. Накидка с карманами немножко не то, больше для оранжевика. Все типа бригантины, латы, то есть слишком много минус единичек добавляют. У нас нету свойства, которое нивелирует эти единички. Дальше в руки мы берем то, что нам добавляет дэмэдж, либо... Так, где-то у нас есть ночной клинок, если я не ошибаюсь. Можем вот такой вот зазубренный меч с щитком, да. То есть осадный щит хорошо. Зазубренный меч хорошо. Дальше. Дальше. Треугольный щит поначалу, да. Где-то там был клинок такой же. По аналогии. Есть, или у меня его еще нет. Вот по аналогии с адским клинком. Есть клинок, который отменяет ночь, добавляет +2. Хорошая штука. Если вам нужен пробой, берем бур. И без щита. То есть... Все в ваших руках. Ну и сапоги. Сапоги. Опять же, хорошо. Плюс движение. +2. +3. +4. И хорошо, наверное, сандали уже без мятежности, если мы по дефолту будем бегать на 4, и тогда мы сможем поменять все движения нижних действий, да? Нижних действий, если у нас будет движение. Ну, хотя там у нас много невидимости. Для этого нам... Тогда эти ботинки не очень получаются. Можем взять крылатые ботинки, если нам нужно перепрыгнуть. Можем взять сапоги какие-нибудь проворства, чтобы повышать, понижать инициативу. То есть удобные башмаки безмятежности не подходят, потому что у нас внизу есть, на карте движения у нас 2 невидимости есть. Не подходят. Как-то так. Остальные сабатоны не подходят, потому что у нас минусы добавляются. То есть ботинки большого шага, стремительности, крылатые ботинки. И которые повышают, понижают инициативу. По транкам обязательно у нас зелье выносливости. Сначала маленькое, а потом большое. Зелье силы, зелье лечения. Все это. Можно зелье маны. 2 стихии. Тоже хорошо. Ну,
И какие-нибудь такие прикладные штуки, типа серьга, типа кольцо, он есть, да. Есть всякие фигурки пэтов. Если у вас есть на это место, оно лишним не будет. Вот такой вот у нас покров ночи. Такой вот персонаж. Разбойник. Своеобразный. Да. Своеобразный разбойник. Хороший класс, как по мне. Лучшая версия плутовки. Плутовка, у нее тоже есть свои, как говорится, плюсы, свои минусы. Но, мне кажется, всецелом этот персонаж получше. Потому что, понятно, открывается намного позже. Плутовка стартовый. Здесь больше невидимости, больше каких-то убийств в одну цель. Какие-то ауешки у нее тоже, их больше, чем у плутовки. Но, как говорится, нужно за ним следить аккуратно. Потому что тоже получает урон достаточно много. Поэтому у нас взят щит там внизу. Особенно лучше, если его прокачать, то будет вообще 3 щита. Это очень много. А вот эта защитная карта прям спасет. Спасет, прям сильно спасет. Особенно на большой уровне сложности. На маленькой оно вам не пригодится. На большой спасет и не раз. Поехали дальше. Кто у нас здесь следующий? Интендант, да? Интендант. Смотрим. Интересный класс. Интересный класс. Который, мне кажется, самый универсальный класс в игре. У которого есть путь развития через предметы, путь развития через как бы танка или через танка /дамагера и путь развития через саппорта. Мне кажется, у него самая универсальная история среди всех. Итак, поехали. Слаб в дальнем бою. И в бою он в ближнем бою достаточно сильный. Хотя, как сказать, слаб в дальнем бою? Со временем, со следующих с большими уровнями у него, получается, открываются хорошие способности дальние. Сейчас мы про это и посмотрим. Поехали. Называем его... Давайте как-то торговец его назовем. Кольцо какое-нибудь подавление тут, да. Смотрим. Здесь это тоже 9 карт, что 9-12, так же само, как у Покрова Ночи. То есть понимаем, что нам также надо будет зелье выносливости с самого начала. И поехали. Все союзники в пределах дальности 2 разворачивают одну свою повернутую или потраченную карту предмета. Сгорает атака 3. Хорошая карта, нижняя атака. Плюс верхняя атака тоже, верхнее действие тоже под. Добыча 2. Разверните все ваши потраченные карты предметов. Пропуская добычу, знаете мое отношение к добыче. Можно получше что-то найти. Лечение 4, дальность 2. Аура вы вместе с союзниками, предел дальности 2. Добавлять плюс. Это очень сильная аура. Берем и подхил, и аура. С этой карты очень хорошо стартовать и начинать игру. Квалификация. Один раз за каждую вашу способность атаки. Если вы используете предмет, добавьте +1 ко всем атакам этой способности. То есть, хороший, вроде бы, перманентный баф, но вам требует сколько предметов? Много. У вас в начале игры сколько предметов? Мало. Пока что не берем. Железный отплот, атака 3, смятение, щит, аура целей на себя и всех союзников. Обалденная аура. Одна из самых крутых в игре. Плюс можно закачать на первом уровне. 2 щита по всем. На первых уровнях это очень много. Атака 3, смятение всегда приятно. Атака 2, движение 1, атака 2, движение 5. То есть универсальный, мобильный, достаточно много урона для первого. То есть 4 урона. 4 урона на первом уровне, еще с движением сверху. Всегда пожалуйста. Рассекающий топор, ауешка. По 3 в перспективе 4 целям. Движение 4, перспектива 5. То есть ауешка пока что так. Атака 3. То есть урон по одной линии наносится. Получаем опыт. В перспективе можем по 3 целям на одной линии стоящих. Движение 4. Очень много движения у этого персонажа, что очень хорошо. Пока что немножко пропущу.
потом доберем. Атака 3, дальность 3, хороший универсальный скилл. 1 опыт, атака 1, дальность 4, паралич, всегда пожалуйста. Одноразовый стан. Движение 2, щит 1 на себя, немножко защиты снизу. И стан сверху. Одноразовый стан. Если вам сильно нужен стан, вы на каком-то боссе, которого нужно застанить, берем. Если не нужно, можно пропустить. Свиток возврата. Разверните вашу потраченную карту малого предмета. Притянуть 1, дальность 3, цели 3. То есть, если вам нужно кого-то притянуть, хорошая карта. Если у вас не нужно кого-то притянуть, и у вас сценарий, вы можете в подземелье без этого обойтись, обходимся. Верхнее действие тоже хорошее. Можно брать, можно пропускать. Один союзник на соседней клетке может развернуть все свои повернутые карты предметов. Движение 4. Очень хорошая карта. Также давайте сделаем так. Возьмем вот это копье. Возьмем второе дыхание. Возьмем... Сколько у нас? 7, да? Возьмем дробящий молот. И возьмем ауешку. То есть у нас будет и защита, защитные какие-то обилки в виде вот этой и ауры. Подхил есть немножко атаки сдалека, есть сплэш атаки, есть ауе атаки и так далее. Поехали дальше. Уровень 2. Вы или один союзник на соседней клетке можете развернуть свою повернутую или потраченную карту. То есть оружие или... То есть оружие, да? То есть одноручное или двуручное. Верните на руку не больше 2 карт из вашей стопки сброс. Перековка. Хорошая карта. Атака 2. Дальность 3. Рано. Хорошо. Движение 2. Атака 1. Дальность 2. Я брал бумеранг, но посмотрев, что... Почему-то я раньше думал, что нижнее действие это... Оно сгорает. А оно не сгорает. Берем перековку однозначно. Почему-то я всегда... Только сейчас заметил, что вот нижнее действие, оно не сгорает. Почему-то я думал всегда, что оно сгорает. А 2 карты из вашей стопки сброс это ультра сильно, это дополнительный ход. И союзник может развернуть карту оружия, это тоже сильно. И заменяем ее, знаете на что? На, допустим... На вот эту ауешку, я думаю. У нас есть кому ауешить. У нас будет кому ауешить в пати. Дальше. В конце каждого вашего хода вы можете сбросить одну карту, чтобы позволить посреднику развернуть одну свою потраченную карту. Верните на руку не больше 2 карты с вашей стопки потери. То есть, опять же, восстанавливаем себе руку. Атака 5, дальность 3, движение 3. Это очень сильная карта. Плюс 2 стихии поднимает. Да, там крутая карта на возврат рук с потерь. Там крутая карта на возврат предметов. Но, опять же, вы каждый раз будете сбрасывать свою карту, что не сильно хорошо, так скажем. И вы не сможете тогда нижнюю способность поюзать. Я беру всегда свиток молнии. И, как говорится, хорошо чувствую себя. Всех толкнуть. 2 стихии. Очень сильно. Вот я вместо стана ее возьму. К тому времени уже у кого-то будет стан, я думаю. А эта карта очень хорошо синергирует, когда нам надо, допустим, солнышко поднять. На самом деле, недооцененная, мне кажется, карта. Очень сильная. Очень много раз меня выручала. Поясная сумка. Один союзник на соседней клетке может развернуть все свои повернутые и потраченные карты предметов. Движение 3, добыча. Но опять же, ориентация на предметы. Это, смотрите, ориентация на предметов вы можете вот практически пройти или там больше половины игры. Когда вы открыли один раз интенданта, вы можете его отправить на покой, сделать себе нового интенданта и попробовать, когда у вас уже больше половины игры пройдено, много предметов открыто, забиться на все предметы, сборку. И тогда это будет круто. Но когда вы в начале игры, допустим, вы его там первый открываете, вот у вас первый открытый класс, это будет интендант. То есть у вас еще не будет открытых много предметов. Вам нужно в любом случае персонаж середина late game. То есть только тогда, мне кажется, мы можем спекнуться в
айтемы. Поэтому просто возьмем атака 5. Вот дубина может рассказать, как говорится. Так, эту мы не меняем. Мы можем что сделать? Мы можем... Мы можем вот это в теории поменять. Либо... Либо второе дыхание поменять. Давайте пока второе дыхание поменяем. На дубинку. Поехали. 5-й уровень. В конце каждого раунда разворачивай одну карту, повернутую карту. Одну вашу повернутую карту. То есть не любую союзника, вашу. Щит 2. Цели на себя и всех союзников. То есть апгрейднутая аура. Вот это. Нет, не вот это, а вот это. Можно, в принципе, ее взять, да. То есть здесь максимум 2, тут максимум 3. Апгрейднутая аура. И постоянный эффект разворачивания одной вашей карты повернутого предмета. То есть тоже хорошо. Хорошая карта, очень сильная. Вы вместе со всеми врагами в пределах дальности 4 получаете по 2 урона. Движение 2, оглушение 1 враг на соседней клетке. То есть такая ауешка по двоечке, да? По всем. Но у нас потом будет ауешки получше. Поэтому мы возьмем арматурная сталь. Поменяем, наверное, ее на... Где этот? Где это? Железный оплот, да? Железный оплот убрали, арматурную сталь поставили. Улучшенная версия. Плюс, опять же, помогаем себе восстанавливать предметы. Вот. Атака 1, дальность 3. Вы вместе со всеми обычными врагами в целевой области получаете по 7 урона. Кстати, вот эта карта тоже очень хорошая, потому что если вам канута нужно добить, а у вас много хп, эта карта прям супер поможет. А это очень большой радиус. Вы заряжаете себя +1, пьете баночку, допустим, на +1 или +2, и это уже не 1 урона по всем, а 4 урона по всем. Или 3. А если еще кто-то вас бафает, то есть есть бафы не только аура у этой... У него есть аура, допустим, у воспевающей, да, у барда нашего. То есть это представьте с бардом, да, у барда может быть потенциально +2 атаки, это +2. У вас аура +1, это уже 4. И, допустим, вы выпили баночку, это 5 урона по такой области. Разве это мало? Мне кажется, это много. Поэтому... Аура. Все союзники добавляют эффект «Добавить цель» к своим действиям дальней атаки, когда применяют их, находясь на соседних с вами клетках. Движение 6. Перспективная тоже аура. Но, опять же, она актуальна для большой группы. Для маленькой группы врагов будет немного. Немного, так, чтобы добавить цель было прям супер полезной. Поэтому для больших групп может быть. Но всегда лучше взять смертоносную бомбу. По мне, очень крутая билка. И мы можем поменять бомбу, допустим, вот на жалящий лук. Допустим, поменяли, да? Дальше. 7 уровень. Атака 1, дальность 2. Опять же, очень огромный радиус. Паралич цели все враги на соседних клетках. Движение 2 и ночишь. Каждый раз, когда вы используете долгий отдых, разворачивайте одну вашу потраченную карту предмета. Один любой союзник может вернуть на руку все карты из своей стопки сброс. То есть это отличная суппорт-карта восстановления. Либо урон. Я думаю, нам суппорт-карта важнее. Урон я, кстати, брал урон. Здесь возьму восстановление. Собрали такой больше... немножко помогаем с уроном и поддержечка, да? То есть хилим ауры, восстанавливаем руку и вберем ее вместо, допустим, вот вместо урона. Спокойно берем, да? Поехали дальше. Атака 4, очень большой радиус, опять же, по прямой линии, переносная баллиста. В этом раунде во время всех ваших атак игнорируйте показатели свой щит всех ваших целей. Опять же, вы помните вот эту вот атаку?
Смертоносная бомба. Вместе с игнорированием щитов, что может бомба сделать? Может быть очень сильный урон. В конце ваших следующих 5 ходов выполняйте действие лечения 2 на всех союзников на соседних клетках. Движение 3 атака щит на себя. Это хорошая карта, если бы у нас, я думаю, в пати найдется хиллер, который будет этим заниматься. Поэтому, если вы единственный хиллер, да. Если, как бы, есть кому хилить, кроме вас, там какой-нибудь Тинкер, Доктор, который этот Костоправ, то однозначно нет. Поэтому переносная баллиста вместо... Давайте вместо... У нас движение так пока что мало получается. Раз, я смотрю, два. Движений мало. У нас мало движений. Ну, давайте вместо огромной дубины тогда пока что поставим ее. Уровень 9. Убейте одного обычного или мощного врага, находящегося в соседней клетке. Ну, я же говорю, на 9 уровне. 9 уровень. Даты без всяких требований. У Покрова Ночи есть на 5 уровне, но требует 2 стихии. И восстанавливаем карты. Это не восстанавливаемая карта. Движение 3, разрушение враги. Вот это прям Mass Disarm, это очень сильно. Добыча 3, вы вместе со всеми союзниками в соседних клетках можете развернуть все ваши... Не, ну, на 9 уровень добычу 3, это прям... Вот эта карта, как по мне, вообще ни о чем. Зачем эта карта? Не знаю. Опять же, добычу предвзято отношусь, но свиток уничтожения... Массовый дизарм на все, то есть это имба, и можно любого врага замочить на соседней клетке мощного, обычного, очень сильно. Берем его вместо... А вместо чего взять-то? Вместо вот этой карты, получается, вместо ускоренного шага, да? Пока вот так вот. То есть, много карт мы поменяли по ходу, да, прокачки. Оставили вот эту вот штуку. Хотя ее тоже можно поменять. Это так, не панацея. Эта карта не меняется. Эта карта меняется спокойно. Вот эта карта, если мы саппорт, хорошо. Эта карта прям супер классная. Эта карта, если мы саппорт, не меняемся. Аура. Эта карта прям сильная. Под бафами она творит вообще дичь. Здесь мы, опять же, саппортим. Мы любому персонажу сбрасываем, точнее, восстанавливаем карты со стопки сброс. Или можем развернуть свои карты потраченные предметов. Что нам? Здесь мы дамажим также. И здесь мы можем кого-то выщелкнуть. Или массовое разоружение, которое тоже очень крутое. То есть, вот здесь вот, да, вот здесь вот в данном случае у нас всего-то навсего, если мы вот таким сетапом оставляем, у нас раз, 2 карты движения. И на тройку. Здесь. Переходим в перки. Опять же минусы. Минусы меняем. Эффекты предметов убираем. Дальше. Заменяем 0 на +2. Дальше добавим 2 +1. Добавляем оглушение. Добавляем пробой. Добавляем... Так, что тут есть? Добавляем обновить предмет. Пока что так. Потом удалим 4 нуля. Потом добавим смятение и добавим цель. В данном нашем раскладе нам нужны ботинки на большее передвижение по умолчанию. То есть сапоги безмятежности — это наша цель. То есть удобные башмаки, потом безмятежности. Если мы так оставляем. По-другому нужно будет немножко пересобрать под движение. То есть можно верхнюю карту заменить на движение, и будет нормально.
По грудаку здесь мы берем латы, потому что мы... Ну, наша цель как бы латы. Мы милишник, мы будем получать урон. У нас негативный... мы игнорируем эффекты сценариев. Не сценариев, а предметов. Дальше. На шлем, опять же. Если мы единственный милишник, мы берем защитный амулет, либо кольчужный капюшон, либо... Сейчас, либо тяжелый шлем. То есть, в зависимости от сценария, то здесь у нас иммунитет к глушению и смятению. Здесь у нас, если вокруг нас люди, мы получаем щит. И здесь мы иммунитет к отравлению раны. Самый сильный, мне кажется, айтем в игре вообще. Вообще, вот защитный амулет самый сильный айтем в игре. Ну, в принципе, вот так вот, да. Можно в талисман вдохновения, если вообще ничего нет. Можно поначалу железный шлем. На руки какую-то можно взять бур. Если это ближняя атака. У нас потом будут дальние атаки, да. Поначалу взять бур. На дальние атаки мы можем взять лук. Мы можем взять лук для вот этих массовых наших сплэш-атак. Лук, почему бы и нет. Можно взять щит и одноручку. Можно взять не фигурный, опять же, шипованный щит взять. Можно взять осадный щит и одноручку, тоже с раной. Можно взять сбалансированный клинок. Наш тоже вместо обычной атаки в мили наносить вместо 2-4 урона. У нас особо мили атак мы убрали. У нас суппорт и какая-то рейндж атака. Вот это можно взять, компенсировать. Наш мили урон будет по 4 бить. Со щитом, с осадным выглядит смачно, вкусно. С транками у нас, опять же, зелье выносливости обязательно. Маленькое, большое. Потом силы, лечение. Мана нам особо не нужна. Хорошо будет смотреться, опять же, солнечная серьга. Хорошо смотрится кольцо стальное. Хорошо смотрится вот это кольцо. Но, опять же, здесь нужно отменить и день, и ночь, чтобы полечиться на 25. Так что определенные условия. Можно взять какое-то кадило, тоже интересное, там, под смятение сделать, да. То есть разные варианты есть, но в основном защитные какие-то вещи. Ваш приоритет, потому что вы милишник, будете получать урон, вы будете стоять на передке. Как-то так, вот такой персонаж. Мне кажется, я говорю, один из самых классных и универсальных персонажей. Очень прикольный, очень универсальный. Я раньше не сильно, как говорится, был впечатлен им. Там он подумал, он слабый туда. А как только вы добираетесь до поздних уровней, начиная вот эти вот до бомбы там и дальше, то персонаж раскрывается вообще с другой точки зрения и становится очень классным. Особенно вот эти же под бафами там атаки можно очень много урона им наносить. Также крутой в поддержке и неплохой в танковании. Неплохой. Это не берсерк, не, конечно, не хранящее солнце, но подтанковать тоже, в принципе, может. Вот такая вот у нас, в принципе, гайд на двух персонажей. Достаточно длинное видео. Подписывайтесь, опять же, YouTube, Twitch, Telegram, Trovo. Дальше, как обычно, от себя хорошего настроения, добра, здоровья, мирного неба, которое самое главное сейчас у нас. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, попробуем отвечать. И желаю всем, как говорится, успехов. И до следующего раза. С вами был Танек. Пока.